всем! Сегодня мы на канале «Дело мастера боится». Я сегодня хочу поделиться опытом, поделиться советом, как правильно изготовить домашние котлеты. Для того, чтобы приготовить домашние котлеты, нам необходимо гуляш свиной, можно говяжий, можно куриный, но мы купили свиной гуляш, потому что, видите, немножко с жирком, потому что котлеты получаются со свиного гуляша очень сочные, вкусные. 3 луковицы, головку чеснока, 3-4 зубочка чеснока и хлеб, замоченный в молоке, можно в воде. Мы залили кипяченой водой и 1 яйцо. Для того, чтобы все это сделать, нам необходимо делать все поэтапно. Первое мы перемеливаем лук и чеснок. Видите, вот уже я перемолола. Затем перемеливаем гуляш, чередуя вместе с хлебом, чтобы не забивалась наша электромясорубка, не забивалась и сетка. Последний завершающий этап перемеливаем хлеб, чтобы у нас прошло мясо, чтобы не осталось мяса в мясорубке. Перемеливаем последний хлеб. Вот так вот. Вот у нас готов фарш. Затем мы берем 1 яйцо, разбиваем фарш, для того, чтобы наши котлеты были сочные, аппетитные. Берем специи. У меня специи армянские для котлет специально. Для запаха. Берем соль. Сыпем соль. Так, чтобы не насолить. Равномерно. И затем все это тщательно перемешиваем. Перемешиваем руками. Руки у нас чистые. Перед этим мы хорошо их помыли. Яйцо хорошо перемешиваем. Чтобы перемешать, чтобы не было у нас хлеба отдельно, мясо отдельно. Поэтому аккуратненько. Так вот. Расчетными движениями. Тщательно
вторую руку задействовать, чтобы лучше было. Вот так вот, видите, уже остается однородная масса, однородный фарш. Двумя руками намного лучше. Перемешиваем. При этом фарш можно попробовать. Фарш по вкусу получился отличный. Соли много не нужно, чтобы не переперчить. Можно положить, если у кого нет специй, положить перец душистый, молотый. Но я не ложу, потому что в этих специях есть и перец, и базилик, и кориандр. Все, что нам необходимо для аромата нашим замечательным домашним котлетам. Это очень вкусно, меня любят очень дети, особенно Тёма. Вот сегодня дети попросили, чтобы мама приготовила котлеты. Вот, получился у нас такой фарш. Получился такой фарш. Вот, аппетитный, ароматный, очень сочный. После этого мы возьмем, нагреем на газовой печке, нагреем сковородку, нальем немного олии и начнем переходить к жарке наших котлет. Следующий этап вы посмотрите через несколько секунд. Теперь мы переходим ко второму этапу, жарке наших котлет. Мы берем на сковородку, налили немного олии и на сильный огонь, на самый сильный ставим, чтобы масло у нас прогрелось. Как только начинает шкварчать масло, мы будем ложить наши котлеты. А пока, чтобы не терять время, я на досточку разделочную налепливаю такие вот котлеты равномерные, одинакового размера, кругленькие. Вот такие вот. Если вдруг котлеты будут распадаться, бывает и такое, значит нужно брать, обмакивать либо в муку, либо панировочные сухари. Но пока до первой сковородки мы не знаем, будут ли распадаться или нет, поэтому делаем шарики и будем вылаживать наши котлеты. Вот я уже слышу, начинает сковородка шкварчать. После того, как начинает масло нагреваться, оно шкварчит, мы делаем масло, добавляем наполовину тише, чтобы котлеты наши прожаривались, а не горели. Ложим наши котлеты. Аромат сразу пошел, пахнет чесночком, луком. Дети наши сейчас в школе, а мы с папой решили им приготовить котлетки. Тома, если бы был, уже бы сказал, что так вкусно пахнет на нашей кухне. Место нужно заполнить все, чтобы марле не выгорала. Поэтому делаем вот так вот. Вот такие получаются у нас котлеты. Пока котлеты наши будут прожариваться не спеша, я на досточку леплю следующую партию, чтобы уже были готовы, чтобы одни вынимаешь, не терять время, потому что масло будет выгорать, будет горелое, поэтому я подготавливаю следующую партию котлет. Котлеты можно делать длинненькие, можно, моим детям нравятся круглые. Можно меньше делать по размеру. Но я люблю делать такие, чтобы одну сел и наелся. У меня муж любит. Не фрикадели, а котлеты. Чтобы были по размеру. Итак, мы нажарили котлеты наши. Уже котлеты готовые. Получились вот они такие красивые. Мы сильно их не зажаривали. Главное, чтобы хорошо прожарились внутри. Котлеты очень красивые, вкусные, ароматные. Подрумянистые, видите, какие красивые получились. Самое главное, очень сочные. Даже по внешнему виду видно, какие сочные котлеты. Поэтому пользуйтесь, испытывайте наши рецепты, пробуйте, наслаждайтесь. Очень вкусно, очень полезно. А главное, что все натуральное, все домашнее. Поэтому будьте на нашем канале. Всем пока!